Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. Сейчас я расскажу, что такое внутреннее сопротивление источника тока и в частности, что такое внутреннее сопротивление аккумулятора. Расскажу, как измерить внутреннее сопротивление несколькими способами и покажу это на примере аккумулятора 18650. Любой источник тока имеет две важнейшие характеристики – электродвижущая сила ЭДС и внутреннее сопротивление. Наверное, вы замечали, что подключая нагрузку к источнику тока, напряжение источника под нагрузкой снижается, проседает. Чтобы учесть такое проседание для расчетов, реальный источник тока представляют как идеальный источник с ЭДС, эпсилон, и внутреннее сопротивление, R маленькое, где электродвижущая сила источника численно равна напряжению на его клеммах, когда никакая нагрузка к этим клеммам не подключена. Если подключить нагрузку в виде резистора R большое к реальному источнику, то через всю эту замкнутую цепь потечет ток I, который будет одинаковым и для нагрузки, и для внутреннего сопротивления. При этом напряжение на нагрузочном резисторе R большое будет меньше, чем напряжение на клеммах источника без нагрузки. Насколько меньше? Давайте перерисуем эту же цепь иначе, чтобы стало понятней. Теперь видно, что наш идеальный источник прикладывает все свое напряжение сразу к двум сопротивлениям. Значит, если напряжение на сопротивлении R большое, это UR большое, прибавить к напряжению на внутреннем сопротивлении R маленькое, UR маленькое, то получим напряжение U на источнике. Иными словами, часть напряжения источника досталась внутреннему сопротивлению, а остальное пошло на нагрузку. Вот причина просадки напряжения под нагрузкой. То есть напряжение на нагрузке меньше напряжения источника ровно на величину напряжения на внутреннем сопротивлении. Определим напряжение на внутреннем сопротивлении. UR маленькое равно U минус UR большое. Теперь легко вычислить по закону Ома внутреннее сопротивление R маленькое. Оно равно напряжению на внутреннем сопротивлении, деленному на ток, протекающий в этой цепи. Теперь вместо UR маленькое подставим то, чему оно равно, то есть U минус UR большое, и получим, что наше R маленькое равно U минус UR большое, деленное на ток I. Сама эта формула показывает нам, как измерить внутреннее сопротивление аккумулятора. Способ первый. Измеряем напряжение на аккумуляторе без нагрузки. Это напряжение U в вольтах. Подключаем нагрузку и измеряем амперметром ток цепи I, а вольтметром напряжение на нагрузке UR большое. Причем не обязательно и ток, и напряжение измерять одновременно. Можно измерить ток, а затем напряжение на нагрузке или наоборот. Не у каждого же имеется два мультиметра. Подставляем результаты в формулу. Обратите внимание, что ток подставляем в амперах, а не в миллиамперах. Оба напряжения подставляем в вольтах и получаем внутреннее сопротивление аккумулятора в ohмах. Значение должно получиться очень маленьким, меньше ома. Хорошее значение – это тысячные доли ома. Десятые доли ома – это уже похуже. Способ второй. Как измерить внутреннее сопротивление аккумулятора, если нет возможности измерить ток? Можно его рассчитать, помня, что ток через нагрузку R большое и через внутреннее сопротивление R маленькое один и тот же. Для этого необходимо точно измерить сопротивление нагрузки. Однако нагрузка должна иметь одинаковое сопротивление под напряжением и без напряжения. Например, лампа накаливания покажет одно сопротивление в холодном виде и совсем другое, когда нить накала раскалена. Поэтому лампа не подойдет. Итак, измеряем напряжение U на аккумуляторе без нагрузки. Подключаем нагрузку и
измеряем напряжение УR большое на нагрузки. Подставляем их в формулу. По закону Ома вычисляем ток нагрузки И. Это напряжение нагрузки УR большое разделить на сопротивление нагрузки R большое. Теперь подставляем и его в формулу. Это и будет внутреннее сопротивление аккумулятора в омах. Чем меньше значение внутреннего сопротивления, тем лучше. Как измерить внутреннее сопротивление 18650 аккумулятора? Рассмотрим реальный пример. Внутреннее сопротивление аккумулятора 18650 определяем по такой формуле. Первое. Измеряем напряжение У. Это напряжение на аккумуляторе без нагрузки. Получилось 4,4 вольта. Записываем результат. Второе. Измеряем напряжение УR большое. Это напряжение на подключенной к аккумулятору нагрузки. Получилось 3,88 вольта. Это меньше, чем без нагрузки. Вставляем в формулу. В качестве нагрузки можно взять резистор 10-20 Ом или любое устройство с током потребления от аккумулятора 18650 не менее 0,1 ампера. Чем ток больше, тем точнее будет измерено внутреннее сопротивление 18650 аккумулятора. Третье. В разрыв цепи сопротивления вставляем мультиметр в режиме измерения постоянного тока. Полученное значение тока 0,214 ампера подставляем в формулу и получаем результат в омах 0,747 Ома. Внутреннее сопротивление аккумулятора 18650 должно быть менее 0,1 Ома. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.